Зерном и овощами можно прекрасно накормить человека и животных, а тучная корова дает достаточно молока, чтобы обеспечить человека жизненной энергией и наделить силой. Если молока, зерна, фруктов, хлопка, шелка и драгоценных камней достаточно, кому нужны кинотеатры, дома терпимости, бойни и прочее? Зачем нужна искусственная роскошь в виде кинотеатров, автомобилей, радио, мяса и ресторанов? Создала ли эта цивилизация что-либо, кроме вражды между людьми и государствами? Утвердила ли она равенство и братство, если по прихоти одного человека тысячи людей посылаются на адские фабрики и поля сражений? Где-то в Индии еще до рассвета начинается день в маленькой вайшнавской деревне. Пока вокруг темно, здесь уже звучит имя Бога. Ни телефон, ни новости. Первым звуком здесь становится киртан. Это место называется Бхактиграм. Бхакти означает преданность Богу. Грам — деревня. Деревня преданности. Но мы приехали сюда не просто для того, чтобы увидеть деревню без электричества. Нам хотелось понять, как сегодня может выглядеть жизнь, построенная вокруг принципа, о котором так часто говорил Шрила Прабхупада. Простая жизнь и возвышенное мышление. Не в теории, а в том, из чего складывается каждый день. В доме, в семье, в труде, в воспитании детей, в отношении к земле и коровам. И в первую очередь мне хотелось понять, почему они вообще выбрали такую жизнь. Ведь Бхактиграм начался не с внешнего вопроса, как жить без электричества. Вопрос был глубже. Как жить так, чтобы семья, дети, труд и весь день помогали помнить о Кришне? Об этом я и спросил лидера Бхактиграма. Потому что мы читали Шрила Прабхупад книги. Там Шрила Прабхупад, там понятно, что есть желание Шрила Прабхупад, что бхакта, который семейную жизнь, они жили так. Это идеальная жизнь для семейный человек, такой идеально. И Прабхупада это хотел. Наш Парампуч Бхактивикас Свами Махарадж, наш гуру, у него тоже желание, чтобы так жили мы, как семейная жизнь. Это идеально для семейной жизни. Поэтому мы решили, что давай этот раз, этот жизнь отдаем гуру и Шрила Прабхупад и попробуем желание выполнять гуру и Шрила Прабхупад. Поэтому решили так. И хотели тоже дети спасать, это вообще хороший выход. И нас спасать. И всех спасать. Семью спасти. Да, себя спасти, потом показать всех, что вот так жить, вот такой реальной жизнь есть. Так возможно жить. Это не просто фантазия какая-то. Это возможно. Без электричества, но такой жизнь, это вообще это я всегда говорил, что это вообще идеально для как материальной жизни, тоже идеально тут. И как бы духовно тоже тут идеально. Даже если вы хотите идеально материально жить, тогда тоже это лучше 100 раз. Если вы даже не преданы, не бхакт, вы хотите лучше жизнь, тогда тоже это надо выбрать.
Для многих бхактиграм становится не побегом от жизни, а попыткой вернуть жизни правильный центр. После того, как я пришел к бхакти, к духовной жизни, я стал задаваться вопросом, куда уходит мое время? Я постоянно думал о своем времени, мне нужно повторять джапу, читать книги, служить в храме, но у меня никогда не было достаточно времени для всего этого. Когда я занимался материальной работой, я не чувствовал счастья, но когда я был в храме, когда проповедовал, когда выполнял какое-то служение, даже простое служение по уборке или любое другое служение в обществе преданных, я чувствовал большое вдохновение. Поэтому я искал такое место, и здесь я вижу идеальные условия. Мои основные потребности — дом, пища и одежда — становятся очень простыми. Мне не нужно куда-то постоянно бежать, мне не нужно работать по 10-12 часов в день. Простая жизнь не значит жизнь без трудностей. Иногда трудностей становится даже больше. Нужно работать руками, нужно терпеть жару, нужно привыкать к другому ритму, нужно учиться жить рядом с другими людьми. И вместе с этими трудностями возвращается то, что современный человек часто теряет — терпение, сила, зависимость от Бога и чувство настоящей жизни. Трудности, конечно, были, очень много сложностей было. Но у нас всегда есть наставление нашего гуру и Прабхупады, что простая жизнь, она благоприятнее для преданного служения. И у меня просто внутри вера всегда была в это. Слова гуру и Шрила Прабхупады. Вера и то, что Кришна поможет справиться с трудностями. Вначале, конечно, тяжело очень было. Наверное, где-то года 2 понадобилось, чтобы привыкнуть. Привыкает тело там, где мы живем, к физическому труду тоже. Когда мы начали смотреть дома Бхактиграма, я понял, что здесь даже дом — это не просто стены и крыша. Здесь дом выражает философию жизни. Такой дом не просто стоит на земле, он как будто вырастает из нее. Камень, земля, дерево, солома, коровий навоз, белая глина — то, что для современного строительства кажется слишком простым, здесь становится основой дома. Когда мы говорим о строительстве дома, первое, что обычно приходит на ум, это сталь, песок, щебень и цемент. Но возможно ли построить дом без всего этого? Сегодня мы покажем вам, как можно возвести полноценный дом из природных материалов. И это действительно возможно. Сейчас я покажу вам один такой дом. Дом, в котором от фундамента до самой верхней части крыши используются натуральные материалы. Вот фундамент этого дома. Он уходит примерно на 6-7 футов в глубину, то есть почти на 2 метра. Все это камень. Фундамент поднимается из камня с глубины около 2 метров. А для соединения этих камней, как вы можете видеть, используется земля. Вот здесь хорошо видно, это именно земля. Камни соединены между собой землей, здесь не используется ни цемент, ни песок, ни другие современные строительные смеси. В фундаменте нет никакой стали, он просто поднимается вверх вот таким образом. А это кирпичная стена. Особенность этих кирпичей в том, что это сырцовые кирпичи, высушенные на солнце. То есть это не обожженный кирпич. Сейчас я покажу вам один такой кирпич. Вот он, кирпич, высушенный под солнечными лучами. Он довольно тяжелый. Такие кирпичи хорошо удерживают температуру, быстро изготавливаются и обходятся дешевле. Их можно делать самостоятельно. Здесь, в Бхактиграме, мы сами изготавливаем такие кирпичи. Из таких сырцовых кирпичей и строятся стены.
А здесь вы можете увидеть специальные ниши для ламп. Поскольку мы не используем электричество, в стенах заранее делают такие места для масляных ламп. Сейчас эта стена еще в черновом виде. Позже ее будут штукатурить. Сначала на стену нанесут смесь земли и соломы в правильной пропорции, то есть будет сделана земляная штукатурка с соломой. После этого сверху нанесут слой коровьего навоза. Это называется липаи, традиционная обмазка. Сначала делается штукатурка, затем обмазка. После этого используется природная белая глина, которую здесь называют чхуй-мити. По цвету она почти похожа на известь. Известь немного белее, а эта глина имеет легкий кремовый оттенок. Если смешать чхуй-мити с небольшим количеством извести, получается красивый белый цвет. Такая побелка хорошо держится, не осыпается и не пачкает одежду. Сначала пол трамбуют и выравнивают до одного уровня. Затем сверху будут укладывать слой земли толщиной около 10 сантиметров. После этого поверхность посыпят кирпичной крошкой, которую называют суркхи. Затем круглым гладким камнем ее будут вручную затирать и полировать. Этот процесс называется гхутай. Раньше местные женщины были очень искусны в такой работе. Сейчас эти знания постепенно уходят. Но здесь еще есть женщины, которые владеют этим искусством и умеют так работать. Мы тоже учимся у них, чтобы сохранить эту традицию. Здесь мы используем пальму, разновидность финиковой пальмы. Такие пальмы в большом количестве растут в окрестностях. Здесь их довольно много. Мы придаем им нужную форму. В городе для таких конструкций обычно используют балки, чаще всего железные или стальные. А сейчас часто просто заливают бетонную крышу. Но мы устанавливаем эти пальмовые элементы на правильном расстоянии друг от друга. Сверху на них будут уложены камни. Если посмотреть на строительство этого дома, можно увидеть, что здесь нигде не используется железо, цемент, щебень или песок. Здесь используются природные материалы — земля, дерево, бамбук, солома, а также камень. Так, с помощью природных материалов можно построить сатвичный дом. Естественный дом, созданный в гармонии с природой. В городе дом часто изолирует человека. Человек закрывает дверь и остается один. Здесь дом устроен иначе. Он соединяет человека с другими. Семья — это, значит, такой вестар. Не только я и мой, я и мой. Вот начинается с я, потом жена, дети есть, потом еще сосед, потом еще наш, это гаум, это как деревня есть, наш это. Наш, еще вестар, еще больше и больше. Наш, это все наш. Наш понимание — это не наш только, я и ты. Это такой понимание. Очень привлекла меня именно вот семейная культура индийская, как они сплоченно все живут, и нет корысти, все для друг друга делают, делятся всем, и каждый день, как они вместе проводят. Наверняка вы слышали, человек — существо социальное. И сегодня в Бхактиграме мы посетим один из домов, где живут наши преданные. Мы хотим показать вам, как здесь, в Бхактиграме, преданные живут вместе со своими семьями. Это семья из Орисы, 2 брата. Сегодня мы побываем у них дома. Пойдемте. Это общая зона, можно сказать, место для общения. Именно отсюда начинается социальная жизнь дома. Раньше в каждой деревне было такое место — чаупал. Возле домов оставляли открытую общую площадку, где люди могли сидеть, встречаться и проводить разные семейные или общественные мероприятия.
Утром и вечером люди видели друг друга, приветствовали друг друга словами «Джай Рамджи». Так проходила деревенская социальная жизнь. Перед домом есть такая площадка. В каждом доме есть подобное место. Здесь его называют далан. Это передняя веранда, с которой начинается дом. Когда мы входим в дом, перед нами находится задняя веранда, небольшое открытое пространство внутри дома. Такая зона есть в каждом доме. Здесь, например, детские качели. В этой семье живут две девочки — Пурнима и Вишнуприя. У каждого из двух братьев по одной дочери. Их мама, Матаджи, сейчас присматривает за детьми. Там на кухне готовят пищу. Это задняя веранда. Здесь находится вход в кухню. Здесь находится комната. И еще одна комната выходит на эту веранду. Здесь есть небольшая кладовая. Она специально сделана для Матаджи, чтобы в определенные дни месяца, 4-5 дней, они могли жить отдельно. Здесь вы можете увидеть то, о чем мы рассказывали в другом видео. Основная конструкция сделана из камня, который опирается на балки из финиковой пальмы. Об этом мы говорили в прошлом видео. Ну а вот этот дом уже отстроен полностью, и в нем живут люди. Мы также рассказывали вам о белой глине Чхуи-митти. Именно этим белым составом покрыты стены. Внутри кирпич, сверху земляная штукатурка, затем обмазка коровьим навозом, а поверх нее белая финишная отделка. Матаджи делают эту работу очень аккуратно. Здесь вы можете увидеть, насколько чисто и красиво все выполнено. А это одна из комнат. В нее один вход, и окна выходят только на одну сторону. Это более приватная комната. А у второй комнаты, как вы видите, есть еще одна дверь с выходом на переднюю веранду, далан. Через нее могут зайти гости-мужчины, которых нужно принять и поговорить. Их можно провести в эту комнату, и они смогут выйти оттуда же, не проходя через внутреннюю часть дома. С задней стороны дома тоже есть пространство. Здесь сушится одежда. Вы можете видеть навес для сушки одежды, и там же содержится корова. Позади дома хранятся высушенные лепешки навоза и дрова. Снаружи также есть место для очага. Здесь можно греть воду и готовить пищу, особенно летом. Это вроде открытой кухни, и здесь же есть пространство для коровы. Там находится зона для мытья. Здесь установлен ручной насос. В каждом доме есть такой ручной насос. Это единственный источник воды для всего дома. Системы водопроводных кранов здесь нет. Здесь находится небольшой участок для выращивания собственных овощей, огород для кухни. Достаточно места для выращивания овощей для одной семьи. Некоторые овощи уже посажены и потихоньку растут. А теперь давайте поднимемся на верхний этаж и посмотрим, как он устроен. Сразу при входе здесь открывается большое пространство, зал. Он используется для общих встреч. Когда в доме проводят самскары, сюда приходят преданные, все собираются вместе. Это пространство как раз предназначено для таких собраний. Как вы видите, здесь достаточно света и воздуха, потому что в доме много окон. Поэтому с естественным освещением и перекрестной вентиляцией здесь нет проблем. Если посмотреть на крышу, видно, что она сделана из дерева, бамбука и черепицы. Полностью из природных материалов. Конструкция простая, ее несложно построить. Вы также можете видеть, что повсюду предусмотрены места для ламп. Поскольку здесь не используют электричество, в стенах сделаны специальные ниши, где можно зажигать светильники. Вот так в Бхактиграме устроено пространство для одной семьи. Современная культура часто строит жизнь вокруг моего пространства. Традиционная культура учит другому. Я — часть семьи, часть общины, часть служения. И это особенно видно в устройстве дома. Здесь жизнь не спрятана по отдельным комнатам. Все рядом.
И особенно ясно это чувствуется на кухне. Здесь кухня не просто место, где готовить еду. Это сердце дома. Огонь нужно разжечь, воду нужно принести, зерно смолоть, специи растолочь, пищу нужно приготовить и предложить Кришне. В такой жизни еда не появляется из магазина или приложения. За ней стоит земля, труд, корова, огонь и руки человека. И когда все это соединяется в служении Кришне, пища становится прасадом. Постепенно начинаешь понимать, в бхактиграме труд не отделен от духовной жизни. Человек не просто занимается бытом, он учится занимать тело, ум и речь в служении. Современная жизнь постепенно убрала физический труд из повседневности, а потом человеку пришлось специально искать движения в спортзале, тренировках и упражнениях. В бхактиграме все иначе. Здесь движение встроено в саму жизнь. В городе все устроено для удобства. Вода из крана, заказы по телефону, все приходит домой. Человеку почти не приходится трудиться физически. А потом, чтобы дать телу нагрузку, он идет в спортзал. Здесь, в фермерской общине, физический труд уже есть в самой жизни. Нужно качать воду ручным насосом, стирать руками, готовить на дровяной печи. Поэтому в спортзал нам ходить просто не нужно. Ведическая экономика начинается не с зарплаты банка и кредита. Она начинается с земли и коровы. Земля дает зерно, корова дает молоко, бык помогает обрабатывать поле, навоз становится удобрением и топливом. То, что в городе часто скрыто за деньгами и магазинами, здесь становится видимым. Пища приходит от земли, молоко от коровы, дом из природных материалов. И человек снова начинает чувствовать, от чего на самом деле зависит его жизнь. Но важно понимать, Бхактиграм — незавершенная утопия. Это молодой проект, он строится шаг за шагом. Сейчас эта фермерская община находится на начальном этапе. Ей всего около 4 лет. То есть проект еще только развивается. И как я поддерживаю свою семью? Здесь я выполняю служение. Существует Траст Бхактиграм. В обществе есть 2 направления, 2 группы. Первая, поддерживающая группа, это те, кто поддерживает деятельность Бхактиграма. Вторая — те, кто хотят стать самодостаточными. Во вторую группу входят фермеры, потому что они могут выращивать зерно и пахать землю, поддерживать свои семьи с помощью зерна и коров. Все самое необходимое для жизни можно получить от земли, а все, что остается сверх необходимого, можно обменивать или использовать через траст, чтобы получить другие нужные вещи. Это самодостаточная группа. В нее входят фермеры. А другая группа, поддерживающая, к ней относятся, например, преданные, которые занимаются строительством. Строительство само по себе не производит пищу, но здесь нужно строить. Поэтому некоторые преданные заняты этим служением. У них тоже есть семьи, и им тоже нужно поддерживать свои семьи. Из земли можно получить зерно, есть коровы, так можно содержать семью. Но строительство само по себе не дает семье зерна и других необходимых продуктов. Поэтому преданные, занятые строительством, относятся к поддерживающей группе, которая помогает проекту Бхактиграма. Учителя ашрама тоже в будущем смогут войти в самодостаточную систему. Почему?
потому что будет много детей, и родители будут давать дакшину, дану, пожертвования. Так, семья учителя ашрама сможет поддерживаться этими пожертвованиями. В ведические времена дети ходили по домам, просили пожертвования, и все, что получали, приносили духовному учителю. Такова была система. Но чтобы полностью восстановить ее, потребуется много лет. У нас должна быть идеальная организация, колледж Варнашамы. Люди будут рады посылать своих детей туда. Когда смотришь на это изнутри, становится ясно, Варнашама не появляется за один день. Ее нельзя просто объявить, ее нужно строить. Дом за домом, поле за полем, семью за семьей. Особенно мне хотелось увидеть, как здесь воспитывают детей. Потому что если такая жизнь должна продолжаться, она должна передаваться не только через слова, она должна стать средой, в которой ребенок растет каждый день. В Бхактиграме образование — это не только уроки, это жизнь. Ребенок учится не только считать и читать, он учится вставать рано, служить, уважать старших, заботиться о коровах, работать руками, слушать шастры и видеть Кришну в центре всего. Это две части образовательной системы — Гурукула и колледж Варнашрамы. Прохлада Махарадж говорит в Шримад Бхагаватам, и Нарада Муни также объясняет в 7-й песне. Прохлада Махарадж говорит, что заниматься бхакти, преданным служением, нужно начинать уже с детства, примерно с 5 лет. В ведической культуре, когда ребенку исполняется около 5 лет, он приходит под руководство духовного учителя. Он поступает в Гурукулу и принимает прибежище у лотосных стоп духовного учителя. В ведической цивилизации это называется Упанаяна Самскара. В возрасте 5-6 лет ребенок идет в Гурукулу и начинает служить духовному учителю. Он служит гуру, получает от него наставления, а затем примерно в 12-13 лет или иногда в 15-16 лет гуру смотрит, к какой варне этот ребенок больше подходит. Если у него есть брахманические качества, его будут обучать брахманической культуре, писаниям и всему, что связано с этим направлением. Если гуру видит, что у него качество вайшьи или склонность к земледелию, крепкое тело, способность работать на земле, интерес к фермерству, тогда его обучают земледелию. Если у ребенка есть склонность к ремеслам, например, к плотницкому делу или другим практическим навыкам, его обучают в этом направлении. Это и есть колледж Варнашрамы. Сначала детям дают базовое образование, а затем примерно в 13-14 лет они переходят в Варнашрама колледж. Там определяется их варна, и дальше их обучают согласно их природе. Такова разница между Гурукулой и Варнашрамой. И то, и другое есть здесь, в Бхактиграме. Современное образование часто спрашивает, какую профессию ты выберешь. Образование в Варнашраме задает другой вопрос. Какова твоя природа? Какие качества дал тебе Кришна? И как ты можешь служить согласно этим качествам? Сейчас я живу в Бхактиграме, веду деревенскую жизнь и чувствую, что это очень хорошо для меня. Я занимаюсь земледелием и многому учусь. Здесь много детей моего возраста, и мы все полностью заняты служением Кришне. Здесь нет плохого общения.
Здесь живут только преданные. Здесь нет такого беспокойства. Один из самых сильных моментов для меня — видеть, как дети служат коровам. В ведической культуре ребенок не просто слышит, что корова — мать, он учится служить ей, кормить ее, подходить спокойно, замечать ее настроение, понимать, что у каждой коровы есть свой характер. Одна доверчивая, другая осторожная. Одна сама подходит к человеку, другая держится на расстоянии. Так ребенок постепенно учится видеть в корове не вещь и не источник молока, а живое существо, которому нужна забота. Через это приходит мягкость, ответственность, благодарность и понимание, что человек не только должен брать у природы, он должен учиться служить. Но община — это не только красивые кадры. Когда люди живут рядом, трудятся рядом, служат рядом, неизбежно проявляются разные характеры. Возникают недопонимания, усталость, иногда ссоры. И это тоже часть реальной жизни. Община — это не место, где исчезают человеческие слабости. Это место, где у людей появляется общий центр, ради которого они учатся преодолевать себя. Почему мы живем здесь? Ради удовольствия духовного учителя, ради удовольствия Шри Кришны и Шрилы Прабхупады. Мотив один, интерес один. Поэтому серьезных ссор не так много. Конечно, сейчас Кали-юга и ссоры будут. Даже среди преданных могут быть ссоры. Люди могут спорить, могут даже ругаться словесно, но через 2 часа они снова становятся как друзья. Ссоры бывают, но поскольку наш мотив — служить Гуру и Кришне, и поскольку мы живем здесь, в фермерской общине, ради служения Кришне, поэтому серьезных ссор не так уж много. Бхактиграм — это не место, где люди весь день только поют киртан, и не место, где духовность растворилась в хозяйстве. Здесь учатся соединять одно с другим. День начинается у алтаря, потом продолжается в поле, в доме, в гурукуле, среди коров. И вечером снова возвращается к слушанию и молитве. Так постепенно складывается особый ритм жизни. Ритм, в котором труд не вытесняет садану, а садана не уводит человека от ответственности за землю, семью и общину. Особенно это чувствуется вечером. После дня полного труда тело устает, но ум постепенно становится тише, и тогда появляется место для слушания Шримад Бхагаватам. Не как формальность, а как возвращение к самому главному. В городе многое появляется в жизни человека уже готовым, и постепенно теряется ощущение, откуда все это берется. Здесь иначе. Стихии природы снова становятся не фоном жизни, а ее частью. Через них человек снова учится чувствовать зависимость от Кришны. Страдания не есть, просто природа помогает эти страдания терпеть. А, допустим, в городе живем, мы как-то становимся нам нужно постоянно вентилятор, еще что-то. Мы не можем терпеть, у нас нет сил. Терпения нет, там такой жизни, так настроили такой жизнь, там нет терпения, нет пения. Раньше люди какие нет сильные терпения, были. нет мысли, нет тепла, нет вообще даже. Даже не чувствует человек себя живой. Некогда чувствовать. И все же Бхактиграм легко понять неправильно, если убрать Кришну из центра. Тогда останутся только внешние признаки — деревня, натуральные дома, жизнь без электричества, земля, коровы, ручной труд. Но для преданных все это не является целью само по себе. Все это нужно для другого, чтобы создать среду, в которой человеку легче помнить о Кришне.
Моя просьба, если есть возможность, сначала приезжайте, посмотрите и поживите здесь. Просто поживите здесь какое-то время. Здесь может жить каждый. Нужно только привыкнуть. Если вы проживете здесь 2, 3 или 4 месяца, тело постепенно привыкнет к атмосфере фермы. Я не думаю, что каждый человек после такого фильма должен сразу переехать в деревню. Но каждый может задать себе честный вопрос. Что в моей жизни помогает мне помнить о Кришне, а что наоборот отдаляет от Него? Мы захотим очень искренне, то не нужно бояться, Кришна поможет всегда. Ты дашь нам силой и вдохновение. Уезжая из Бхактиграма, я не думал, что увидел готовый идеал. Скорее, я увидел попытку. Живую, трудную, несовершенную, но очень искреннюю. Попытку построить жизнь вокруг Кришны. Вы счастливы здесь? «Воспевай и будь счастлив», — сказал Шрила Прабхупада. Но в этот век повторять святое имя очень трудно. Чтобы повторять святое имя, нужна хорошая атмосфера. А в городской жизни такую атмосферу найти очень трудно. Чтобы быть счастливым, нужно повторять святое имя. Но если мы хотим хорошо повторять, нам нужна благоприятная атмосфера для сознания Кришны. И такая атмосфера есть в подобных общинах. Именно в этом раскрывается главный смысл Бхактивирамы. Не в том, чтобы удивить кого-то жизнью без электричества, и не в том, чтобы просто вернуться к старому деревенскому быту, а в том, чтобы создать среду, где человеку легче помнить о Кришне, где дом, труд, пища, семья и община постепенно становятся частью служения. Бхактиграм — это простая жизнь, которую мы почти забыли. И именно поэтому сегодня она кажется такой новой.